Приветствую всех любителей бокса. Сегодня мы рассмотрим удар, который должен иметь в своем арсенале каждый боксер. Это всеми наш любимый оверхенд. Или, как он простонародно называется, колхозный. В техническом отношении это сравнительно несложный удар. И в физическом отношении не требует больших затрат в сравнении с той силой удара, которую он способен развить. Не случайно этот удар так популярен в боксе и в смешанных единоборствах. Еще этот удар имеет некоторые особенности в сравнении с другими ударами. Во время его нанесения боксер находится в глухой защите. Если, конечно, как в случае с смешанными единоборствами, не ударить коленом или, там, не знаю, против ноги или еще что-либо. Вот, находится в глухой защите. Защищен со всех сторон. Еще один момент. Подводящее движение к этому удару является одновременно замахом, имитацией удара или защитным действием. Также, в отличие от других ударов, этот прилетает как будто с другой стороны. Обычно по движению тела возможно предугадать направление удара, что позволяет телу и психике мобилизоваться и выдерживать удары намного мощнее и сильнее. Например, здесь мы видим направление движения, реагируем отсюда. Здесь идет эта рука, мы реагируем таким образом. Отсюда рука, мы успеваем среагировать. Отсюда рука, мы каким-то образом успеваем среагировать. В общем, направление тела нам приблизительно дает понятие, откуда идет удар. Здесь тело идет в одном направлении, а удар прилетает с другой стороны, что может привести к нокауту ударом значительно меньшей силы. И этот удар можно бить разными способами. Можно бить его на двух ногах. Можно бить его на правой ноге, шагом левой ноги. Можно бить через левую ногу. В общем, здесь вариантов для фантазии может быть очень много. Главное условие этого удара, как нам говорит его название, это оверхенд. Значит, рука сверху. Хотя этот удар можно исполнять так, как он оверхенд и одновременно наш колхозный. Не обязательно его исполнять, чтобы рука была сверху. Иногда возможно, чтобы он прилетел даже как будто бы сбоку. Таким образом. Принцип тот же самый. Но мы будем и этот удар называть оверхенд. Я, по крайней мере, здесь для простоты объяснения. Таким образом или таким образом. В этом видео я попытаюсь показать, как можно сделать удар максимально сильно. И хоть он называется колхозный в простонародье, это довольно техничный удар. Первым пунктом идет шаг и наклон, или разгон, или замах. Это действие наш соперник может воспринимать как удар, как уклон или как в смешанных единоборствах проход в ноги. Это уже как его фантазия позволит, пускай он воспринимает. Главное, мы делаем этот замах. Прям вот как стояли здесь в стойке, и здесь делаем замах. Не показываем, конечно, но делаем вот этот замах, разгон. Первый разгон. Дальше. Тем самым мы заряжаем пружину нашу ноги и нашу пружину тела. Вот здесь. Что нам поможет дальше выстрелить этот удар. Также мы здесь делаем такое небольшое круговое движение руками, что тоже нам послужит замахом. Здесь, когда мы идем вниз, руки мы бросаем вниз, и они самопроизвольно продолжают движение, как раз помогая нам для траектории нашего удара. Вот мы здесь замахнули
и отпустили. Просто замахнули, и они сами полетели. Вот здесь. Значит, шаг, наклон и потом взрыв или пружина, которая выстрелит. Вот здесь. Раз. Замахнули. Вот. Это первое. После того, как мы сделали замах, мы начинаем не совсем логичное движение в противоположную сторону от удара. Замах, и мы уходим, тело делает вот такое движение. Замах и немножко в сторону. Это также будет отвлекать внимание соперника, так как и делать наш удар невидимым. Что это значит? Тело идет сюда вниз и в сторону, и внимание соперника пойдет за телом. А удар прилетит с другой стороны, на который соперник не ожидал, и он прилетит с другой стороны, где он становится практически невидимым. Идем сюда, рука идет отсюда. Также эта смена угла дает дополнительное ускорение нашему движению. Здесь идет ускорение, здесь направление меняется и движение ускоряется. Это же движение, эта смена направления задействует еще один механизм. Во время того, когда тело идет в сторону, правая рука идет максимум назад, тем самым заряжая вот эти сухожилия и делая, само собой, наш вот этот замах. Делая вот этот замах, тело идет вперед, максимально растягиваем эти сухожилия. Рука идет назад, максимально растягивая вот этот наш жгут. И что происходит в конце? После того, как это движение случилось, жгут или наше сухожилие растянулось, оно автоматически пойдет вперед. Вот мы его растянули, и оно отсюда уже пойдет само автоматически, без применения нашей силы, усиливая наше движение по максимуму и его ускоряя. Вот просто вот таким техническим движением. Вот. Зарядили, выстрелили. Зарядили, выстрелили. Таким образом, мы делаем шаг, сжимаем пружину и, когда сжали пружину, одновременно на взлете мы делаем замах рукой, растягиваем сухожилие, затем идет взрыв или противоположное движение на взлете после вставания, и также мы телом, всей массой тела усиливаем также удар в сторону. Усиливаем удар в сторону. И это получается, выглядит удар таким образом. Очень сильный, очень мощный удар. Но хочу обратить ваше внимание. Я его сейчас показываю так, как он выглядит в классическом исполнении. Что я хочу сказать? Сейчас перейдем к вишенке на торте. А вишенка на торте — это мой любимый принцип, который я открыл для себя и хочу поделиться с вами. Мой принцип — это перенос веса тела за переднюю ногу. Или смена опорных точек. Когда мы стоим на передней ноге или на двух ногах, у нас есть две точки опоры на ноги. На передней ноге, немного меньше на задней, или более-менее распределены равномерно на двух ногах. Я предлагаю сменить эти точки опоры. Перенести вес тела за переднюю ногу, оторвать заднюю ногу от пола и перестать на нее опираться. И тогда у нас появится новая точка опоры.
Это передняя нога и наш соперник во время удара. Здесь у нас были две точки опоры на ногах, и вся масса силы оставалась здесь. Если мы перенесем, поменяем точки опоры, у нас будет точка опоры на передней ноге и на сопернике. Что в свою очередь нам позволит всю массу тела вложить в это движение. Что позволит перевести всю массу тела из стойки соперника. Если это делаем мы без снаряда, весь тело остается на двух ногах. И вся масса тела двигается только в этих пределах. Если мы перенесем массу тела, по воздуху сделать это невозможно, потому что будет заносить. Вот. Но таким образом видно, что здесь моему удару ничего не препятствует. Здесь сама стойка, сама остановка нашему удару препятствует. Здесь же ничего не препятствует. Смена вот этих опорных точек, вот с этих на вот эту, дает нам перенос тела, перенос всей массы тела, удар, не обворовывая себя вот такой остановкой. Я же в очередной раз предлагаю не останавливаться на передней ноге, а перенести вес тела за переднюю ногу, где у нас точка опоры станет передняя нога и соперник. Вот такое небольшое движение. Вместо того, чтобы остановиться здесь, мы чуть-чуть подаем тело вперед. Совсем чуть-чуть. Для того, чтобы это сделать, нет необходимости выдумать что-то новое, нет необходимости усиливать удар какими-то физическими упражнениями. Достаточно небольшого технического действия, которое позволит нам усилить наш удар кратно. Не останавливаемся здесь, а меняем точки опоры. Одна передняя нога, другая рука, которую мы бьем. И таким образом, вместо того, чтобы сделать удар таким образом, мы делаем удар таким образом. В практике это почти незаметно. И многие спортсмены, многие боксеры именно так и делают. Но учат они именно правильно, как нас говорят правильно, чтобы мы остались на ноге и немножко у себя подворовывали. А таким образом, если мы будем тренировать его таким образом, что можно заносить немножко, тогда это нас не будет пугать, мы будем на это идти смелее и удар будем усиливать без лишней физической нагрузки. Не остановились здесь наш оверхенд, не остановились здесь оверхенд, а упали немножко туда. Не остановили, а упали. Не остановились здесь, а немножко упали. И это будет выглядеть таким образом сбоку. Плюс ко всей силе, которую мы развили шагом, которую мы развили замахами, всякими пружинами, всякими растяжениями, еще вся наше тело, в конце концов, вот к этому все, мало того, что тело сюда тянет, влево тянет, влево, в сторону тянет удар, в сторону еще тянет. Здесь у нас еще вот так тело работает. И помимо этого еще оно будет в сторону и вперед работать. И тогда наш удар будет пробивать любую защиту. Даже если мы, вероятно, попадем в лоб вот так сопернику, если, конечно, руку не сломаем, то потрясем его однозначно. И этот удар можно будет и отсюда проносить, и отсюда проносить, и откуда угодно. Так вот, вишенка на торте в том, чтобы немножко упасть на противника. Чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Вот мы стоим здесь на двух ногах, а здесь мы себя немножко чуть-чуть заносим. И вот это чуть-чуть у нас не отнимает абсолютно никаких сил, но удар увеличит на всю нашу массу тела, которую мы с таким трудом разгоняли. И вместо того, чтобы ее остановить,
мы ей позволим продолжать свое движение. Вот таким образом. Ох, аж занесло меня. Таким образом. И в заключение это сдваивание и серии из оверхендов. Это становится страшным оружием, где защита становится нападением. Когда мы наносим оверхенд, мы делаем что-то наподобие уклона. Вот такой вот наш замах. Мы закрываемся. Раз, уклонились. Два, уклонились. Раз, уклонились. Два, уклонились. И вот мы делаем такие уклончики. Защищаемся от противника. Но в случае с оверхендом эти уклоны несут и неприятный сюрприз. Когда мы уклоняемся сюда, рука идет сюда. Когда мы уклоняемся, рука идет отсюда. И вот так можно прям идти, закрыться и лупить соперника. Вот так. Это выглядит, эти удары очень сильные, вы понимаете сами. Отсюда, 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 отсюда. Все время мы закрыты. Все время мы закрыты. Даже не смотрим, куда бьем. Куда мы не попал. В руку, в голову, в защиту. Куда угодно, в лоб. Это будет очень больно, очень неприятно. Удар очень отсюда, отсюда. Хоть с левой руки, хоть с правой, хоть сверху, хоть в лоб, хоть сбоку, хоть сбоку. Так что, друзья, пользуйтесь на здоровье, смотрите. Если был вам полезен, буду очень рад.